16 июля 1918 года. Город Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. За глухим забором, за деревянными ставнями, запертыми наглухо, доживали свои последние часы люди, которые еще 4 года назад держали в руках судьбу огромной империи. А теперь они сидели в полуподвальной комнате размером 5 на 6 метров, слушали, как за стенами гремят грузовики, и до последнего верили, что это просто переезд, что их отвезут в другое место, что все образуется. Они не знали, что в Москве и в Екатеринбурге уже несколько дней шла жестокая торговля их жизнями. Они не знали, что телефонограмма, которая решит их судьбу, уже ползла по проводам. Они даже не знали, что сегодня их последний ужин. Мы с вами сейчас восстановим эту ночь по минутам, по записям, по дневникам, по обрывкам показаний, которые сохранила история. Мы войдем в Ипатьевский дом в тот момент, когда там еще горел свет, и мы останемся там до того самого мгновения, когда свет погас навсегда. Начнем с самого начала. С того, как вообще Романовы оказались в этом доме. После отречения Николая II в марте 1917 года семью не расстреляли сразу. Их отправили в Царское Село, потом в Тобольск. Там они прожили почти год, в относительном покое, под надзором, но без унижений. Им разрешали гулять, читать, заниматься с детьми. Временное правительство колебалось. Что делать с бывшим императором? Судить, отправить в Англию, оставить в России? Пока они думали, грянул Октябрьский переворот. Большевики взяли власть, и для них Романовы стали не просто политической проблемой, а опасным символом. Белые армии наступали с востока и юга, и каждая из них могла использовать бывшего царя как знамя. Поэтому в апреле 1918 года из Москвы пришел приказ перевести семью из Тобольска в Екатеринбург. Зачем? Формально для большей безопасности. На деле, чтобы взять их под самый жесткий контроль, где все решает местный Уральский совет. Когда поезд прибыл на станцию, Николая, Александру и дочь Марию сразу разлучили с остальными детьми. Цесаревич Алексей был болен, у него случился очередной приступ гемофилии, и его не могли везти в одной машине с родителями. Их везли по городу в разных автомобилях, через толпу, которая свистела и кричала. Это был первый раз, когда они почувствовали себя не просто арестантами, а добычей. И когда кареты остановились у двухэтажного особняка на Вознесенском проспекте, дом уже был подготовлен для приема. Внутри перегородили комнаты, поставили дополнительные запоры, на окна навесили ставни и закрасили их белой краской, чтобы никто снаружи не видел, что внутри. Окна были наглухо забиты досками. Свет проникал только сквозь щели. Дом инженера Ипатьева стал тюрьмой. И эту тюрьму большевики назвали домом особого назначения. Ирония в том, что инженер Ипатьев построил этот дом для себя и своей семьи, а теперь здесь решалась судьба целой династии. Но семья Романовых еще не знала, что это их последний приют. Они думали, что это временное место, как Царское Село, как Тобольск. Они ошибались. Давайте разберемся, кто был внутри. Кроме императорской четы и 5 детей, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и Алексея, с ними находились несколько верных слуг. Евгений Боткин, личный врач семьи, который мог уехать, но остался, потому что считал это своим долгом. Анна Демидова, горничная императрицы. Иван Харитонов, повар, который кормил их даже тогда, когда в городе был голод. Алексей Труп, в некоторых источниках его называют Алоизием, камердинер, который пришел к Николаю еще в юности и оставался с ним до самого конца. Эти люди добровольно разделили их судьбу, их не арестовывали, они могли выйти за ворота в любой момент, но они не вышли. И эта верность стоит того, чтобы они и помнили, потому что в ту ночь они разделили с Романовыми не только комнату, но и пули. Вместе с семьей был и поваренок Леонид Сиднев, ровесник царевича, который часто играл с Алексеем. Но за несколько часов до расстрела Юровский лично приказал увести мальчика из дома, отправив его проведать дядю. Александра Федоровна напишет в последнем дневнике. Внезапно прислали за Ленькой Сидневым, чтобы он пошел и проведал своего дядю. Увидим ли мы мальчика снова? Это был единственный из прислуги, кто выжил. Теперь представьте себе атмосферу внутри дома. Комендантом назначили Александра Авдеева, грубого пьющего человека, который позволял охране воровать из вещей семьи. Он обращался с Николаем как с рядовым заключенным, называл его «товарищ Николай»,
заставлял мыть полы и колоть дрова. Для императора, который 30 лет привык к абсолютному повиновению, это было унижение. Но он молчал. Он брал в руки топор и колол дрова, потому что знал, любое сопротивление даст повод для расправы. Александра Федоровна, которая всегда была нервной и тревожной, теперь сидела в углу и вязала. Это было единственное, что ее успокаивало. Девушки, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, старались не плакать при родителях. Они шили, читали вслух Евангелие и пытались сделать вид, что это просто очередная ссылка. Цесаревич Алексей лежал в кровати с высокой температурой, с опухшими ногами. Он почти не мог ходить. И вот в этой обстановке, с голодом, грязью, с хамством охраны, прошел май и июнь. А в начале июля случилось событие, которое все изменило. Авдеева сняли с должности. Вместо него назначили Якова Юровского. И это была замена, которая определила все. Юровский был не просто комендантом, он был человеком, который приехал с конкретной установкой, человеком без сантиментов. Он установил строжайший режим, убрал пьянство среди караула, прекратил воровство, начал вести четкий учет каждого шага семьи. Он лично проверял, сколько у них осталось продуктов, кто с кем разговаривал и о чем. И самое важное, он начал забирать у Романовых последние привилегии. Запретил закрывать двери в спальнях на ночь, забрал все драгоценности, которые нашел при обыске. Но часть драгоценностей осталась, те, что были спрятаны в потайных карманах, в корсетах, в подкладках одежды. Об этом мы еще скажем отдельно, потому что это спасло им жизнь на несколько страшных минут в подвале. Но пока в начале июля Юровский еще не получил окончательного приказа. Он ждал. Москва тянула. Ленин боялся брать на себя прямую ответственность. Свердлов формулировал расплывчатые указания. И в этом вакууме рождалось решение, которое перевесило чашу весов. Отступающие белые армии приближались к Екатеринбургу. Чехословацкий корпус уже взял несколько городов под Уралом. Если бы белые дошли до Екатеринбурга и освободили царя, это был бы крах для большевиков. Поэтому в Москве был запущен механизм молчаливого согласия. Не письменного приказа, а устной санкции. И этот механизм сработал в ночь на 17 июля. Последний день. Утро 16 июля. Утро, которое началось как обычно. Романовы проснулись, позавтракали, в 7 утра им принесли чай и хлеб. Потом семья вышла на небольшую прогулку по внутреннему дворику, то есть вокруг маленького пятачка, который был обнесен двойным забором. Это была их единственная физическая активность. Дети играли в лапту, хотя цесаревич Алексей уже не мог участвовать. Он сидел в кресле и смотрел. В дневнике императрицы за этот день есть запись, очень короткая, почти телеграфная. «Мы пошли гулять, погода теплая, я читала, Алексей в ванне». И это последние слова, которые она написала. После обеда Юровский провел совещание со своими людьми, обсуждая детали предстоящей операции. Но роковой приказ, окончательный и бесповоротный, он получил только глубокой ночью. Телефонограмма из Москвы не была подписана. Она не содержала прямой формулировки «расстрелять». Там было что-то вроде «учитывая приближение врага и невозможность эвакуации, судьба пленников должна быть решена в экстренном порядке». Юровский понял этот язык. Но до этого еще днем он уже готовился. Созвал своих людей, Филиппа Голощекина и еще нескольких членов Уральского совета. Они собрались в маленькой комнате на первом этаже и обсуждали детали. Вопрос стоял жестко – в подвал или во двор. Если во дворе, шум будет слышен по всему кварталу. Если стрелять в комнатах, пули пролетят сквозь стены и могут задеть охрану. Выбрали подвал. Подвал Ипатьевского дома был полуподвальным помещением. Низкий потолок, бетонный пол, одна лампочка на проводе. Для расстрела это было идеально, звук будет заглушаться, отскок пуль ограничен стенами. Но Юровский знал, что одного залпа недостаточно. Он приказал подготовить несколько револьверов и 2 маузера. И еще он приказал пригнать к дому грузовик с закрытым кузовом для вывоза тел. Двигатель грузовика должен был работать всю ночь, чтобы заглушить звуки выстрелов. Этот грузовик появился у ворот около половины 2 ночи, уже после полуночи, когда семья спала. Романовы не видели его через щель в ставне, потому что было темно, и они уже легли. Но они слышали гул мотора. Согласно последней записи в дневнике императрицы Александры Федоровны,
Она легла в постель около половины 11 часов вечера, и ее последняя фраза была о том, что мальчика-поваренка Седнева отправили навестить дядю, и она надеялась, что это правда. Она и представить не могла, что это была лишь часть плана по изоляции свидетелей. Уже глубокой ночью она проснулась от шума подъехавшего грузовика. Позже в своих показаниях комендант караульной службы Павел Медведев рассказывал, что именно в это время Юровский начал последние приготовления. Пробило 12, ночь на 17 июля. Юровский нервничал, ему нужна была точная синхронизация. Он ждал, пока последние караульные у входа сменятся, чтобы посторонние не услышали выстрелов. В половине второго ночи, именно тогда, когда грузовик уже стоял у ворот, он пошел в комнату к Романовым. В комнате, где спали Николай и Александра, горела свеча. Юровский открыл дверь и сказал: «В связи с тем, что в городе неспокойно, мы должны перевести вас в безопасное место. Пожалуйста, спускайтесь в подвал». Николай медленно поднялся. Он не задал ни одного вопроса. Он знал, что любые вопросы бесполезны. Александра начала суетливо собирать подушки. Она всегда таскала с собой подушки, потому что боялась сквозняков. Юровский сказал: «Оставьте, возьмите только самое необходимое». Она взяла маленькую сумочку и покрывало. Девушки проснулись, накинули платье. Цесаревича Алексея несли на руках. Он не мог идти из-за распухших коленей. Он был бледный с больными глазами. Он не плакал. Он просто молчал, когда его спускали по лестнице. Лестница в подвал была узкой, крутой, деревянной. Она скрипела под ногами. Всего 11 ступеней, и они спускались по ним в последний раз. Когда они вошли в подвальное помещение, там уже стояли стулья. Николаю пододвинули стул в центре. Он сел. Александра встала рядом. Дети встали позади них. Слуги выстроились у стены справа. С ними были и 2 собаки. Спаниель Джемми, иногда его называют Джимми, любимец Анастасии, и бульдог Артина, которого держал Алексей. Собаки забежали в подвал следом. Юровский вошел последним. В руках у него был лист бумаги. Он сказал: «Ваши родственники пытаются спасти вас, но советская власть решила вас расстрелять». И это был текст, который он зачитал вслух. Николай переспросил: «Что? Повторите, я не понял». Юровский повторил. В ту же секунду комендант вытащил маузер и выстрелил Николаю в голову. И это был первый выстрел. Дальше началось то, что нельзя назвать казнью. Это была бойня. Представьте себе маленькую комнату 5 на 6 метров. В ней 11 жертв и 12 палачей. Это почти 23 человека в тесном подвале. Некоторые стрелки участвовали добровольно, кто-то только помогал выносить тела. Интересно, что часть команды, 5 иностранцев по версии Соколова, 2 из палачей-латыши отказались стрелять в женщин, но их не заменили, и они все равно присутствовали. Кто именно выстрелил в царя, остается загадкой. Петр Ермаков заявлял, что лично выстрелил Николаю в голову. Михаил Медведев настаивал, что царя убил именно он, а пули в Ольгу и Анастасию, по его словам, тоже его. Позже Ермаков еще 20 лет выступал с лекциями об убийстве, рассказывал, как руководил расстрелом, пока однажды маршал Жуков не отказался пожать ему руку со словами «Я палачам руки не пожимаю». Но главное, в этом хаосе выжил только один – цесаревич Алексей. После того, как стих первый залп, он очнулся. Михаил Медведев вспоминал, как к нему подошел Юровский и выпустил 3 последние пули из своего маузера. Убийцы стреляли одновременно, но не синхронно. Револьверы давали осечки. Пули рикошетили от штукатурки и стен, и это было самое страшное. Одна из пуль, отскочив, ранила самого палача. Кто-то из девушек закричал. Александра попыталась закрыть собой Алексея. Она успела перекрестить его. Вторая пуля сразила ее. Но девушки, Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, стояли на месте. Пули отскакивали от их корсетов, начиненных драгоценными камнями. За несколько дней до расстрела императрица с дочерьми зашили в бюстгальтеры фамильные бриллианты и жемчуг на случай побега. Позже Юровский вспоминал, как в одном из корсетов нашли бриллианты, а на Александре Федоровне был целый жемчужный пояс. Всего из одежды извлекли почти полпуда драгоценностей. Это длилось не секунды, это длилось несколько минут. Палачи подходили к ним вплотную и стреляли в упор.
в живот, в грудь. Они падали, но не умирали сразу. Один из палачей позднее показывал: «Я не мог понять, почему они не падают. Я стрелял в них, а они стояли». Когда один залп не сработал, Юровский приказал стрелять в голову. Но даже это не помогло. Тогда началась рукопашная расправа. Прикладами, штыками, добивание на полу. Особенно тяжело пришлось с Анастасией и служанкой Анной Демидовой. Они были живы после первого залпа и дольше других сопротивлялись. Демидова упала на колени и закрывала голову подушкой. Ее добивали штыками. Но самым живучим оказался цесаревич Алексей. Он лежал на полу, закрыв голову руками, и дышал. Он дышал еще долго, даже после того, как несколько пуль попали ему в бок. Комендант приказал зарядить маузер и выстрелил ему в голову с близкого расстояния. Но это тоже не помогло мгновенно. Алексей хрипел еще около 3 минут. Последним умер он. Вместе с семьей погибли и собаки. Спаниель Джемми был застрелен в подвале, а бульдог Артина, его нашли повешенным во дворе на следующий день. Когда все кончилось, в комнате стоял такой запах пороха и крови, что солдаты выбегали наружу и блевали. Пол был залит кровью, которая смешивалась с цементной пылью и превращалась в темную жижу. На стенах брызги крови. И вот в этом аду остался стоять только один человек — Яков Юровский. Он посмотрел на часы. Прошло около 20 минут с момента первого выстрела. Почти 20 минут длилась эта бойня. Теперь ему надо было убрать все это, потому что в городе уже все знали, что за воротами Ипатьевского дома происходило что-то страшное. И вот здесь начинается самая грязная, самая чудовищная часть этой истории. Юровский отдал приказ выносить тела. Они завернули их в простыни, в одеяло, в то, что было под рукой. Они волокли их по ступеням наверх, оставляя кровавые следы на деревянных досках. Трупы были тяжелыми, особенно женские, из-за вшитых драгоценностей. Один из солдат споткнулся и уронил тело Марии на лестнице. Юровский закричал на него. Времени не было. Через несколько часов рассвет, а на улицах полно зевак. Грузовик ждал у ворот. Они загрузили все 11 тел в кузов. Сверху набросали старые мешки и доски. И когда грузовик тронулся, в городе было около 3 часов ночи. Соседи слышали гул мотора, видели фары, но не придали значения. Грузовики в военное время ходили по городу постоянно. Но этот грузовик направлялся не в морг, он направлялся к лесу, к Ганиной яме. Это был старый заброшенный рудник в 18 километрах от города. Там Юровский планировал сжечь тела и уничтожить улики. Но план провалился с самого начала. Когда грузовик приехал к яме, оказалось, что земля промерзла до твердокаменного состояния. Они попытались копать, лопаты гнулись. Они попытались развести костер из сырых веток, дым был виден за километры. Тогда они решили сбросить тела в шахту и залить их серной кислотой. Но кислоты было мало. Они вылили 2 бидона, и этого хватило, чтобы обжечь лица, но не уничтожить кости. Юровский понял, что это место ненадежно. Он отдал команду снова загрузить тела в грузовик, и вторая поездка была еще страшнее. Они везли тела обратно в сторону Екатеринбурга к Поросенкову логу, к старой дороге, которая вела на Верхнюю Исеть. Там они нашли мелкую болотистую ложбину, и там они расстелили брезент, разложили тела, облили их керосином и подожгли. Но и этот костер не сжег тела полностью. Остались кости, остатки тканей, остались фрагменты корсетов с жемчугом. Они залили остатки серной кислотой, перемешали с золой и засыпали землей. И это было все, что они могли сделать за одну ночь. К утру 17 июля на месте кострища осталась только черная гарь. Но история на этом не закончилась. Через 3 недели в Екатеринбург вошли белые. Они заняли город и сразу начали расследование. Они нашли Ипатьевский дом с простреленными стенами, с залитым кровью полом. Они допросили соседей, караульных, свидетелей. И они нашли Поросенков лог. На месте кострища они собрали фрагменты костей, женских гребней, осколки стекла от ампул с лекарствами Алексея. И главное, они нашли один крошечный предмет, который все изменил. Маленький отрубленный палец. Позже идентифицировали. Это был палец императрицы.
Это расследование возглавил следователь Николай Соколов. Он работал 2 года. Он записал все показания, составил 3 тома материалов. Он доказал, что семья расстреляна именно в подвале, что тела пытались уничтожить. Но вот что важно, Соколов не нашел основное захоронение. Он ошибочно считал, что тела полностью сожжены и уничтожены кислотой на Ганиной яме. Он даже проезжал по дороге, под которой было спрятано основное захоронение, но не докопался до истины. Его расследование прервалось, он эмигрировал из России и умер в Европе. И его выводы долгие десятилетия считались окончательным приговором истории. Но только до 1990-х годов, когда советская власть рухнула и появилась возможность провести эксгумацию. Тогда, в 1991 году, нашли основное захоронение, а в 2007 году второе с останками Алексея и Марии. Об убийстве всей семьи общественность узнала лишь в феврале 1919 года, когда Павел Недведев дал показания о том, что в ночь на 17 июля расстреляны были не только император, но и его семья и вся прислуга. А теперь давайте поговорим о том, что до сих пор будоражит умы, о теориях заговора, их десятки. Самое популярное, что Анастасия выжила, что она бежала, что она вышла замуж, что она жила в Европе как Анна Андерсон. Этот миф держался почти 100 лет. Его поддерживали фильмы, книги, сенсационные заголовки. Но в конце 1990-х годов, когда эксгумировали останки из поросенкового лога и сделали ДНК-тест, выяснилось, это действительно Романовы. Британские эксперты сравнивали ДНК с останками Александра III, отца Николая, и с останками его брата Георгия. Совпадение 100%. Анна Андерсон не имела к ним никакого отношения. Есть другая теория, что расстреляли не всех, что Алексей и Мария были отделены от остальных и их кости не нашли. Это тоже было проверено. В 2007 году нашли второе захоронение, рядом с поросенковым логом, в 70 метрах от основного. Там лежали останки 2 человек. ДНК показала, это Алексей и Мария. В 2008 году Следственный комитет Российской Федерации официально подтвердил результаты генетических экспертиз, так что все 11 человек убиты в ту ночь. Но есть и более мрачные теории, что расстрел был санкционирован лично Лениным и что Свердлов отдавал приказ через прямой провод. Историки до сих пор спорят. Есть документы, где Свердлов говорит «мы это сделали», но нет ни одной подписи Ленина под бумагой о расстреле. Наоборот, Ленин настаивал на открытом суде над Николаем II, категорически возражая против расстрела. Подготовка к суду даже началась, но события опередили решение. Более того, председатель Уралсовета Белобородов обсуждал с Лениным усиление охраны царя, а историки утверждают, даже если бы Ленин ответил на телеграмму утвердительно, его ответ просто не успел бы дойти до Екатеринбурга до момента расправы. Все произошло слишком быстро, и команду отдавал местный Уральский совет, взяв ответственность на себя. Но вернемся к самому расследованию Соколова. Он нашел в Ипатьевском подвале то, что заставило его плакать. Он нашел детскую туфельку, маленькую, замшевую, с вышитым цветочком. Он нашел пуговицу с формы Николая. Он нашел осколок стекла от флакона духов, тех самых, которыми пользовалась Александра. И он записал показания одного из охранников, который сказал: «Когда мы выносили их, я видел лицо царицы, оно было спокойным. Я не понимаю, как человек может быть спокойным после того, как его расстреляли». Но Соколов понял, это была вера. Вера в то, что они страдают за правду, и что правда восторжествует. Он ошибся в деталях. Правда восторжествовала только через 80 лет, когда нашлись настоящие останки, и генетическая экспертиза подтвердила их подлинность. Сейчас Ипатьевский дом в Екатеринбурге не существует. В 1977 году его снесли по приказу Бориса Ельцина. Тогда он был первым секретарем Свердловского обкома. Снесли ночью, бульдозерами, чтобы на этом месте никогда не возникло паломничества. Но на этом месте построили храм на крови, белокаменный, строгий, с золотыми куполами. Он стоит точно на том месте, где стоял дом инженера Ипатьева. И каждый год 17 июля к нему приходят тысячи людей. Они несут цветы, свечи и иконы.
Они молятся за упокой души Николая, Александры, Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, Алексея и тех слуг, которые разделили с ними их путь. Но есть в этой истории один вопрос, на который у нас нет ответа. Почему они до последней секунды не сопротивлялись? Почему они не пытались убежать? Ведь их было 11, а охрана — около 3 десятков. Но у них не было оружия, не было плана. У них была только вера. Федор Достоевский сказал однажды: «Если Бога нет, то все позволено». В ту ночь на Урале победила та идея, где Бога нет. Но Романовы показали обратное. Они показали, что даже перед лицом смерти человек может сохранять достоинство. И это, наверное, единственное, что осталось от той ночи, кроме пепла. Мы разобрали сегодня все ключевые точки: арест, ссылку, переезд в Ипатьевский дом, последний день, расстрел, попытку уничтожения тел, следствие и возвращение к истине. Мы прошли путь от иллюзии эвакуации до кровавого кострища. И мы поняли главное: история не прощает забывчивости. Она просит нас помнить, не мстить, не ненавидеть, а помнить, чтобы такая ночь никогда больше не повторилась. Если вы досмотрели до конца этого видео, значит, вам не безразлична история. Значит, вы готовы смотреть правде в глаза. Именно такие зрители делают этот канал живым. Не просто цифры, а живые люди с вопросами и эмоциями. Спасибо, что вы есть. И если хотите, чтобы мы продолжали разбирать самые темные и самые светлые страницы прошлого, оставляйте в комментариях, какие еще события вы хотели бы увидеть. Нам важно ваше мнение. И если это видео было для вас полезным, нажмите на большой палец вверх, чтобы алгоритмы показали его тем, кто тоже ищет правду. И, конечно, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, потому что впереди будут новые расследования, новые истории, которые перевернут ваше представление о том, что мы знаем. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и до встречи в следующем выпуске. Пока.